Таких впечатляющих размеров багажник редко у какой машины есть. Вы просто максимально недооцениваете эту тачку. Всем привет! Давненько вы просили, чтобы у меня на канале появился Nissan Avenir, но на удивление это непростая задача, чтобы появился именно такая машина на канале, знаете, потому что очень много этих машин ездит, но очень немногие выглядят достаточно нормально, чтобы их отснять. Большинство людей воспринимает этот автомобиль однозначно негативно, да, но я в этом выпуске сегодня постараюсь вас переубедить, потому что я считаю, да и вообще в принципе эта модель была удачная, потому что в ней как раз сочеталась именно техническая интересность, так скажем, и в то же время вместительность и практичность. У нас сегодня в выпуске будет обыкновенная версия, у нас мотор 1.8, комплектация простая, Salute X. Мне приятно вам будет показать, что машина на самом деле достойная. В первую очередь, что я хочу сказать, она реально вместительная. Когда мы, допустим, меряем багажник в каком-нибудь универсале, например, у меня обычно в голове сразу сравнение происходит с какими моделями? С Аккордом универсалом, очень такая машина длинная, с Camry Gracia, например, ну или она же Qualis, и как раз с Avenir, потому что таких впечатляющих размеров багажник редко у какой машины есть. И даже это при условии том, что японские машины практически никогда не превышают длины 5 метров. То есть у Avenir длина 4,7. Если кто не знает, у японцев у них налоговые нормы такие. То есть у них не принято делать машины крупнее 5 метров, потому что как только машина своими размерами превышает 5 метров, сразу вырастает налог. Так вот, при таких адекватных, по сути, габаритах, да, когда вам еще не так сложно парковаться и управлять машиной, такой багажник реально далеко не везде случается. В техническом плане вы тоже, может быть, думаете, что это, ну что там может быть интересного? Ребят, здесь хороший выбор двигателей, бывали даже дизельные комплектации, ну и, конечно, бывала турбовая версия. Турбоверсия почти что Nissan Stage, да, но только нет, она все-таки с 4-цилиндровым турбовым SR. Ну, к технической части традиционно, когда мы говорим о народных машинах, мы перейдем чуть-чуть попозже, а сейчас посмотрим салон и самое, конечно, ценное, что в этой машине есть, багажник. Для начала я вам скажу одну классную вещь. Она реально очень сильно ценится, как по мне. Такую, ну не такую точно, а подобную вещь мы могли бы видеть у Honda Partner. У первого поколения Honda Partner, которая на базе Orti, на базе Civic. Смотрите, стекло. Причем, кстати, обратите внимание на газлифтах. То есть, если что-то такое мелкое, не обязательно, ну, открывать всю крышку. Я тогда еще, когда мы снимали про Honda Partner, точнее там была Orfia. Кстати, хороший выпуск про турбовую Orfia, гляньте, в подсказке будет, либо в описании. Там я как раз тоже говорил, офигенный съемочный автомобиль, да, что можно сидеть вот здесь в багажнике, а отсюда снимать. Но нет, на самом деле идеальный съемочный автомобиль это Toyota Hilux, потому что у него стекло не поднимается, а как будто в полноценной двери укатывается вниз двери багажника. Вот там прям все идеально. Ну, неважно. Вот такой функции нету ни у Калдины, ни у Аккорда Универсала, ни у Camry Gracia. Вот такой штуки нету. Причем, я говорю, она запирается. Ну, кстати, даже несмотря на то, что она открывается, даже стекло заднее с дворником. Елки-палки. Ну ладно, давайте откроем весь багажник целиком. Полка, во-первых, кстати, не у каждого Avenir такое есть. Она складывается. Мне вот это тоже, между прочим, нравится. Знаете как? Смотрите, я поясню почему. У некоторых универсалов, у них вот эта штука сверху, она мягкая, и она просто в рулончик скатывается. То есть ты ее, допустим, поднимаешь, она туда в рулончик скатилась. А когда у универсала вот эта вещь твердая, то получается ты еще сверху здесь можешь что-то положить, по факту. Да? То есть что-то здесь разделяешь багажный отсек. И вот у Avenir она как раз твердая. То есть она, ну, конечно, в случае необходимости, да, ее вот так вот можно гармошкой сложить. То есть она тоже, по сути, ну, убирается, да, вот ее сложил и все, и пожалуйста. А у Avenir почти что не выходят арки в багажник. Прям вот буквально маленькими бугорочками. Вот они, вот чуть-чуть бугорки, вот. То есть, понимаете, а именно объем
багажника прямо не крадется ничем. Конечно, он частично крадется тем, что все-таки, ну, опять же, это же не пробокс, да, чтобы совсем квадратный был объем. Крадется объем, конечно, наклоном самого кузова, не вертикально, да, то есть есть уклон. Но при таком объеме, я говорю, вот для меня это один из образцов японских универсалов и по габаритам, и по практичности. 1,10 м только до второго ряда сидений, вы понимаете? Ну, еще их можно, естественно, сложить. Кстати, я вот все время хвалю за это Honda, да? Здесь можно, ну, нечастый такой случай, похвалить Nissan. То есть у нас здесь тоже, после того, как мы сложим второй ряд, тоже будет практически ровный пол. Ну, немножечко под углом. 1,30 м, 1,32 м даже ширина. Вы понимаете? А еще посмотрите, какие удобные кармашки с сеточками. Сеточка, конечно, уже подустала, да? Но это, господи, это мелочи, это можно заменить. Кармашечки-то есть. Ну, естественно, чтобы до запаски забраться, нам надо не только крышку открыть, но надо еще и вот этот поддон, да, убрать. Но поддон, опять же, большой, то есть он почти что вот почти до боковых стоек доходит. Недавно выходил выпуск про Toyota Wish, и там был примерно похожий механизм складывания сидений. Тоже вот так вот сами сиденья откладывались вверх, а спинки клались вниз. Только там еще можно было все вместе это поднять. Здесь такого нет, но тем не менее... Как я вам уже и сказал, вот, получается абсолютно все ровно. А вот в ролике про Honda Партнер я вам говорил, что очень просторно, 1,80 м, да. Как раз приводил в пример Nissan Avenir, да, 1,80 м. То есть длина багажа, даже по ширине тоже, как у Camry Grazie. Но почему-то Camry Grazie всегда кажется как-то крупнее, но я не знаю. И вот грузопассажирская версия Avenir, да, Nissan Expert. У Эксперта бы просто вместо вот такого сидения, да, раздельно мягкого, раздельно кладущегося, да, раздельно складывающегося, была бы цельная такая твердая спинка. И в багажнике бы не было бы вот столько мягких вот этих обшивок, а были бы просто здесь пластиковые обшивки. У сидений вот эти вот шишечки вы можете видеть сверху, как раз на них и крепится вот та твердая полка. У нее, кстати, еще позади твердой части есть еще часть с сеточкой. У нас недорогая версия Avenir, потому что это дорестайлинг. Вообще машина, в принципе, недорогая, я вам так скажу. Даже совсем поздние года, она закончилась, по сути, в 2005 году. Даже поздние года будете брать, до 500 тысяч вряд ли, ну, доползет цена. Даже вот сейчас, в наше время, 2022 год. Салон абсолютно в духе времени. То есть модель появилась, по сути, ну, можно так, конечно, сказать почти что в 99-м, потому что это конец 98-го. Ну, бог с ним, будем считать, что с 99-го года пошла эта модель. И здесь, естественно, все так, как в то время и было принято. Конечно, всего 2 подушки безопасности, ничего такого особенного. Здесь даже скорее не о качестве отделки им нужно говорить, потому что это обычный мягкий пластик из 90-х, из 2000-х, из начала 2000-х, а скорее о эргономике, да, то есть мне больше всего нравится в таких машинах что? В них обычно нормальный ручник, в них обычно, ну, и, соответственно, в Avenir, да, естественно, тоже, в ней обычно хороший подлокотник, не какой-нибудь там на сиденьях или еще что-нибудь. Нормальный, обычный, мягкий причем подлокотник. И просто все на своих местах. Вот это, знаешь, даже если ты всю жизнь ездил на, не знаю, на Калдине, да, или на какой-нибудь Короне, и ты такой сел в Avenir и точно не потеряешься, все в тех же самых, по сути, местах. Просто в те года было принято так делать. Мне, конечно, из всего, что есть в отделке Avenir'ов любых, и рестайлинговых, и дорестайлинговых, нравится приборка. Конечно, она была только у 2-литровых версий, только у версии с SR20 и в рестайлинге, то есть после 2001 года. Но она прям годнота, вот знаете, годнота. У меня есть выпуск про форсированный Nissan Pulsar, и там тоже была вот эта белая спортивная приборка, смотрится прямо классно. Ну вот у нас можете посмотреть, это обычная, тем более еще и дорестайлинговая приборка, но там классно. Особо заглушек даже нет, понимаете, в них особо даже ничего интересного и не было. Ну да, не кондиционер, а климат-контроль там, ну или еще что-нибудь, но это все такие какие-то мелкие нюансы, за которые я вот сейчас машину бы не выбирал. Кстати, Avenir — это, в принципе, та машина, которую выбирать стоит
по состоянию категорически, а не по комплектации. Единственное, если вы, может быть, прямо прицельно ищете турбовую полноприводную версию, да, тогда, да, может быть, можно взять и с дырявыми арками, лишь бы только в ней был родной мотор на турбине. Обращаю, кстати, внимание многих, кто любит колхозить музыку в машинах, в Авенирах, это, в принципе, особо делать даже не стоит, потому что штатные даже вот такие динамики есть в стойках, и они есть даже в стойках багажника, то есть на самых задних стойках. То есть, по сути, если уж на то пошло, можно только поменять внутри динамик, да, но не надо колхозить вот эти вот пищалки какие-то из стеклопластика, что-то вот такое. Здесь уже изначально есть, причем даже не в богатой комплектации. У Toyota 3S считается эталоном такого неубиваемого движка, ну, наряду с тем же GZ, например. У Nissan SR, да, цепной, двухлитровый, атмосферный, могучий, бессмертный SR. Но большинство, конечно, на моторе 1.8 QG, который многие считают как раз неудачным. Славится масложором, хотя, как по мне, вот эти все разговоры, это как раз разговоры про уставшие моторы. У нас вот машина уже за 200 пробег, парень ездит, масло ей не подливает. Поэтому я критиковать QG так уж категорически не буду, но лично я бы купил, наверное, версию с SR. Но здесь есть еще один нюансик, елки-палки, такой опечаливающий. У двухлитровых SR версий, да, с SR 20, чаще всего встречается вариаторная коробка. И, ну слушайте, это вот тот самый первый ниссановский вариатор, да, вот тот, который они стали ставить на Nissan. И, да, понятно, потом они стали развиваться, стали улучшать эту всю технологию, но первый вот этот CVT, вот, ох, нет. Тогда уж, если уж на то пошло, лучше тогда взять версию с турбо, и там будет и автомат, еще и полный привод. Между прочим, о полном приводе нужно обязательно об этом сказать. Он не такой, как вы себе представляете. Он не подключаемый, понимаете? Он отключаемый. Все очень специфически. В общем, мы, если будем снимать турбовый полноприводный, я очень подробно на этом остановлюсь. Ну, в общем, полный привод в Авенирах, он не такой, как вот у большинства подобного класса машин с вискомуфточкой. Бог знает, когда там подключающийся. Автоматическая коробка практически всегда на 1.8 моторе. И здесь важно сказать, что автоматическая коробка режимная. То есть это не просто вот переключалка, да, а именно с режимами Power, Snow, в общем, ну, это скорее тойотовские режимы, но это большинству людей понятно. То есть можно трогаться как будто бы со второй, да, передачи в случае, если подзастрял там или еще что-нибудь. Ну, в общем, смотрите, даже в этом моменте неплохо сделали. Также классным плюсом Авенира является то, что у него, с одной стороны, ну, это плюс, с другой стороны, это минус, да, это как относиться. У него независимая подвеска и спереди, и сзади. В случае с экспертом, да, с грузопассажирской версией, да, там бывает так, что сзади балка, да, торсионная, а в случае, если полноприводная версия, тогда, да, независимая подвеска. У Авениров независимая подвеска всегда. Так вот, это вот тот случай, когда, знаете, на Хондах бывает такая штука, когда колеса домиком становятся. Вот у Авенира тоже такая штука может быть, если умрут сайлентблоки, но бывает так, что тяги-то там с регулировкой развала, а бывает, что и нет. Но тем не менее, можно поставить тогда с регулировкой развала и этот момент немножечко поправить, пока вы не насобирали денег на то, чтобы поменять всю эту горсть сайлентблоков в задней подвеске. В общем, понимаете, многие относятся к этой машине как к какой-то такой простой, обычной такой вот дедулькиной тачке, а ведь в ней хорошая техническая начинка на самом деле. С ней можно иметь интересную езду, понимаете? Даже я вам так скажу, есть версия как приподнятая на более высокой подвеске, что-то сродни субаровскому аутбеку, да, типа повышенной проходимости. Ее, конечно, можно сделать приподнятой чуть ли не из любой, да, поменяв стойки и пружины, да, задрав ее кверху. Таких у нас очень много ездит. Но, тем не менее, с завода даже такая версия есть. Понятно, что электроники, систем безопасности, систем стабилизации в те года еще не было. Ну, естественно, но какую-то управляемость вы, конечно, можете ощутить. Вы просто максимально недооцениваете эту тачку. Вы зациклились на том, что ой, все гниет, как там эти, кто там, барсуки или как там называют. Ну, короче, что типа она гниет. Ну и что, типа, не придумали, что ли? Мы в каком веке живем? Не придумали никаких средств
борьбы с ржавчиной и гниением. И если ты знаешь вот эту слабую сторону у машины, ну так, наверное, предусмотри, произведи какие-либо действия, чтобы эту слабую сторону устранить. Ух ты, какая здоровая, это мы еле вместились с залазом на обочину. Так ты предусмотри этот вопрос, устрани этот недостаток и езди и радуйся, а то такие, ой, да ну нахер они все гниют. Конкретно эта машина, да, вот я вам показал, да, вот вы ее видите, я походил вокруг нее кругами. Человек купил за 280, это вот в этом, вот в наше время такое. Вы за 280 купите живую Калдину? Нет. Вы за 280 в принципе живую Тойоту не возьмете, универсал подобных габаритов, да? Ну, Хонду еще, может быть, поищите, но хрен его знает. Конечно, я не спорю, если это будет рестайлинг 2005 год, конечно, она будет весомо дороже, но она сильно так уж принципиально ничем отличаться не будет. Ценники на запчасти всегда тоже ниже, чем на Toyota. Вот, кстати, из дорогого здесь, насколько я знаю, только вот задние стойки почему-то всегда дорогие. В общем, ребят, я очень жду ваши комментарии. Видите, как я тут возбудился, мне нравится эта тачка, я за рулем, мне вообще, кстати, правда, реально понравилось. Он еще такой, на удивление, не мягкий. Он не мягкий. Он не чувствует колейности. Слушайте, вообще нормальная тачка, в общем. Так вот, я жду обязательно ваших комментариев. Жду, что вы подпишетесь на канал, оцените то, что все-таки мы стараемся, делаем. Контентик, елки-палки, вроде ничего такой получается. И всем пока. Давай нажмем. Ой, давай. Ох, елки, нет, что-то страшно как-то по такой дороге.